Здравствуйте, меня зовут Александра Курбанова, я риэлтор в Праге. И мне часто задают вопросы по поводу недвижимости за Прагой, потому что, конечно, цены за Прагой лучше, чем в Праге. Сегодня я вам хочу на примере квартиры, которую еду показывать. Сзади меня вы видите много коробок, у нас сегодня просмотровый день. На ее примере хочу вам показать, как выглядит квартира за Прагой, где находится эта квартира, что из себя представляет поселок и сколько будет такую квартиру купить или снять в аренду. Поселок называется Гарамнерицы, и находится он прямо на границе с Прагой, а точнее с частью Прага-6. Если вы посмотрите на карту Праги, то увидите, что ее центр смещен. Как раз с этой стороны до центра достаточно недалеко по сравнению с другими частями города, откуда добраться до центра займет намного дольше. Гарамнерицы – это поселок с населением 4500 жителей, но так как в нем ведется активная застройка, в том числе и квартирных домов, количество населения быстро прибавляется. Первая положительная особенность этого поселка, что через него ходят несколько автобусов. Буквально за 12 минут они вас довезут до метро Бориславка, это зеленая ветка метро А с этой станции метро в центре вы окажетесь уже через 7 минут. В поселке есть все самое необходимое. Здесь есть начальная школа, несколько садиков, почта, аптека, несколько докторов. На главной улице здесь находится вьетнамский рынок и несколько магазинчиков. На краю поселка расположен большой Lidl. И, конечно же, в поселке есть несколько кафе и ресторанов. Одной из особенностей Гарамнериц является то, что поселок находится недалеко от Пражского аэропорта, прямо на одной из посадочных трасс самолетов. Самолеты здесь достаточно сильно слышно. Но в защиту Гарамнериц могу сказать, что из-за этого у них повышенные стандарты шумоизоляции окон. Здесь всегда ставят трехпакетовые окна. Самолеты не летают постоянно, а отдельными временными коридорами. Например, каждые 5 минут садится один самолет, и так в течение пару часов. Потом пару часов перерыв. Ночью они не летают. Земля в Гарамнерицах очень дорогая, так как поселок находится близко к Праге. Поэтому чаще всего застройку ведут застройщики, которые выкупят большой участок земли и строят на нем несколько частных домов на продажу или квартирные комплексы. В данный момент здесь предлагается огромное количество квартир на продажу, около 50, что на поселок такого размера достаточно много. Это как раз потому, что в последние пару лет достроились два больших проекта и еще не все распродали. Квартира, которую мы сегодня с вами посмотрим, находится в проекте, который был построен в 2018-2019 годах. Проект называется Велика Брана, что означает «большие ворота». Большими воротами застройщик имел в виду арку, через которую мы попадаем в проект. Я живу в Чехии с 2008 года, и когда я в первый раз приехала в Прагу из Питера, то для меня было огромным культурным шоком, что здесь все подъездные двери стеклянные. И на первых этажах практически нигде нет решеток. Да, здесь и вправду никто не бьет стеклянные двери и не залазит в окна. Здесь очень безопасно и нет необходимости ставить железные двери и решетки. Сейчас практически у всех квартир в новостройках стандартом является парковочное место в гараже под домом или на улице перед домом. Вот и к этой квартире принадлежит парковочное место перед соседним домом, и плюс в цену входит кладовка в подвальном помещении. В этой квартире две комнаты, спальня и гостиная, совмещенная с кухней, то есть евро-двушка. Общая площадь квартиры 60 метров плюс балкон. В понимании чехов такая квартира рассчитана на одного-двоих людей, возможно, на молодую семью с маленьким ребенком. Но все-таки, когда ребенок подрастает, ожидается, что семья переедет в более большую квартиру, где у ребенка будет своя комната. Ванная комната от застройщика обычно нейтральная, и в ней будет умывальник, туалет и душ или ванная. Биде чехи никогда не ставят. Если вы найдете квартиру с биде, значит дом проектировал итальянец. Квартира достаточно большая, поэтому застройщик сюда поставил ванную, а не душевую. Напомню, что когда вы покупаете такую квартиру от застройщика, получаете полностью готовую квартиру с отделкой, но без кухни. Кухню и остальную мебель новый хозяин покупает сам. А теперь давайте поговорим о стоимости. Сейчас август 2023 года, и в данный момент, если вы захотите купить такую квартиру в Гарамнерицах, то она вам будет стоить от 6 до 6,5 миллионов крон. Такая же квартира в Праге вам будет стоить уже от 8 миллионов крон.
Снять эту квартиру в Горомнежицах с мебелью вы можете за 19-20 тысяч крон плюс коммунальные платежи, а если квартира будет пустая, то за 16-17 тысяч крон. В Праге такую квартиру вы бы сняли за 20-25 тысяч крон, конечно, в зависимости от района. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам было полезно. А если вам нужна помощь с покупкой или продажей недвижимости в Праге, обращайтесь.